Шалом, православная! Сегодня мы соберем мощный компудахтер для игр и творчества. Или, упаси Господь, работы. Заодно посмотрим на то, как одна корпорация зла прогревает глупых гоев на их шекеле. Ведь сейчас разницы никакой, только плата за бренд. Технологии уперлись в кремниевый потолок. Плюс AMD делает платформу на 10 лет. И потом можно накинуть новый процессор побыстрее, просто перепрошив BIOS. А корпорация зла выпускает каждый год по такому же процессору на обязательно новой платформе. Если материнская плата или процессор сломаются, то цены на БУ рынке будут выше, чем на крыло Боинга. А такого же нового уже в продаже не найти. Сборку сделаю разумной и примерно одинаковой по производительности, а не так, чтобы купить на все деньги все самое дорогое. Начнем с новостей. США! Да благословит Господь ваш день. Итак, сразу к нашему главному сюжету. Еврейские космолазеры. Заставляют ли они хотеть в синагогу? Жадные петушиные ручонки не только уничтожают автомобильный рынок, так еще и вводят новые налоги на технику в новом году. И это в дополнение к 10% росту цен на еду в магазинах за счет поднятия налога на воздух под названием НДС, который генерирует 40% бюджета, как раз расходы на войну. Мало того, что мудаки просирают все бюджетное бабло на водку и шлюх, так еще и не отдают нам долю с добываемой ресурсной базы и отжимают налогами вообще все, что могут. Видимо, Лебединое озеро провоцируют. Так и это еще не все. Заграничная петушиная обойма в виде корпораций Nvidia и AMD вошли в сговор и начали ныть про проблемы с чипами памяти для видеокарт. Они решили порезать все бюджетные карты к выпуску и оставить самый сок, начиная от 5060 и 9600. И это еще не все, они поднимут цены на них. Короче, в новом году нас ждет поднятие цен вообще на все. Не забывайте еще и про инфляцию. Самое время потратить лишние деньги на новый телефон, компудахтер и устроить бойкот на несколько лет на покупку техники, машин, еды и, само собой, уплате налогов. Приступим к сборке. Начнем, само собой, с процессора. Сразу скажу, что не буду рассматривать AMD-шные процессоры с 3D-кашей. Во-первых, дорого. Во-вторых, и так понятно, что во многих играх они напихают за щеки процессором Intel. Будет нечестно. Поскольку ногами в жир, то возьмем 8-ядерный процессор. Недоядра Intel проигнорируем, поскольку это просто новый способ впаривать брак. Раньше отключали забаганные ядра. Видимо, они работают на маленькой частоте стабильно, но дальше не могут. А решают в конечном счете частота и производительность на одно ядро. У AMD берем Ryzen 7 9700X, сокет AM5 за 24 590 рублей. На 8 ядер и 16 потоков, 65 Вт потребления. У Intel Core i7 14700K, сокет LGA 1700 за 37 999 рублей. На 8 нормальных ядер и 12 недоядер. Потоков там космос, но это ничего не значит. 125 Вт потребления. Оп, и мы сразу прилипли на лишний расход электричества и более мощную систему охлаждения. Мало того, что Intel дороже, так он еще и в однопотоке проигрывает 4% попугаев. В многопотоке из-за недоядер выигрывает. Но для этого есть другие процессоры, и они под спецзадачи. В быту такое не нужно. В обоих есть встроенная графика, все примерно одинаково. Теперь выберем систему охлаждения процессора. Я сильно советую брать радиатор с вентилятором, а не водянку. Он смело отработает десятилетия и больше. А с водянкой бывают приключения с протечками. И там срок замены, грубо говоря, пару лет. Они требуются только для очень горячих процессоров. В среднем ценовом сегменте воздушные башни могут быть эффективнее. По температурам особой разницы не увидите, какая бы цена ни была. А вот частота процессора может быть выше в разгоне, за счет большей стабильности охлаждения. В целом плюс-минус 100 МГц погоды не делают.
Следует подбирать радиатор с крышкой на трубках у основания. Даже при качественной шлифовке остаются зазоры между трубками. Это может негативно влиять на охлаждение на несколько градусов. Далее просто берем запасом по отведению тепла от требований процессора и под конкретный сокет. Плюс, и это немаловажно, по уровню шума. Примерно 18 дБ шума вполне комфортно, даже если на уровне уха будет стоять системный блок. От 30 уже будет сильно шумно. И тут у нас проблема. Описанием продаваны не особо плотно занимаются. Требуется ползать на сайт производителя, чтобы узнать характеристики. Есть вариант купить отдельно тихий вентилятор. Получится гораздо дешевле и тише, особенно для потребления AMD. Давайте так и поступим. Берем дешевую башню, например, Deepcool AG500 за 2656 рублей. Все эти тонкие башни как раз нагрузку до 100 Вт примерно. Не верьте рекламе. Есть формула, как рассчитывать рассеиваемую площадь. Вентилятор будет орать на 30 дБ. Купим тихий взамен этой 120-ки. Стоит отметить, что увеличение в 3 дБ – это удвоение слышимой громкости. И тут огромный выбор от 300 рублей. С шумом до 20 дБ. То, что нужно. Итого 2956 рублей. Для Intel я бы взял 140-ю дуру. Например, Deepcool Assassin 4S за 8138 рублей. Она от 22 до 30 дБ в нагрузках и рассеиваемая мощность 250 Вт. Intel может туда при нагрузке нырнуть до 253 Вт. Сайт производителя внимательно смотрите. Ах да, у нас же неправильные люди живут. И вся информация заблокирована. В том числе и скачивание драйверов для видеокарт Intel. Все еще хотите покупать эту помойку? Подберем материнские платы. Я фанат нормальных брендов. Посему давайте возьмем MCI с нормальным обвесом охлаждения и PCI Express 5. Для AMD возьмем MCI B850 Gaming плюс Wi-Fi за 24 024 рубля. Для Intel следует быть внимательным и смотреть на характеристики по питанию. Возьмем MCI Max Z790 Tomahawk Max Wi-Fi за 32 406 рублей. Не верьте дурачкам в интернете, которые говорят, что материнские платы для Intel дешевле. Они просто не могут почитать спецификации. Обе эти платы могут в первый слот M2 накопитель 5-й версии письки за счет чипсета тащить. Платы дешевле для Intel умеют только 4-ю версию. Чудес на халяву не бывает. А то часто вижу, что повернутые Intel-бои кричат в комментариях, что материнки для Intel дешевле. Как видите, за примерно одинаковое оборудование уже попадалово на 30-очку. Лох должен платить за все. А что касается материнок свыше этих цен, то это уже прогрев для зажиточных гоев, которые просто заходят и покупают все самое дорогое. Но каких-то сверхтехнологий там нет. И разницы по сути тоже, просто цена. Себе я бы взял подешевле процессор и материнскую плату. Можно знатно сэкономить 1020. Пишите в телегу или бусти, а может даже на почту. За 300 рублей помогу подобрать комплектующие, чтобы собрать суперкомпьютер. Основа есть, далее подберем память. Здесь вопрос кремниевой лотереи. Возможно, все будет стабильно работать на 6400 МГц. Или переключим потом на 6000. С точки зрения экономии можно на 6000 купить плашки. Везде заведутся. Разница не такая, чтобы с ума сходить. Цены взлетели, и это просто вешалка. Они выдумали очередной дефицит. Года пол назад за 13 тысяч находил нормальный комплект. А сейчас дешевый Kingston стоит 30 390 рублей. Нет, спасибо. Я на DDR4 лучше посижу еще лет 100 за такие бабки. Тупо проапгрейдив материнку и проц. А разница в играх не такая, чтобы в космос между поколениями. А в приложениях, конечно, может прям показывать. Но это все индивидуальные задачи. По тексту вижу, что уже долго получается. Давайте сделаем вторую часть этого ролика. А то клиповое мышление тяжело удерживать за пределами 10 минут. Сводные таблицы также там покажу. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики и так далее. Ну, весь этот дебилизм. Что делать, вы уже знаете. Добавлю лишь то, что за 777 рупий буду стараться больше, чтобы найти идеальный вариант за указанную сумму.
За 5% стоимости могу удаленно подсказать, что куда крутить и вставлять. Плюс как систему устанавливать. Всем добра, здоровья, процветания и денег.